Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня посмотрим обзор совсем новой модели фирмы Hobby Boss. Китайский самолет DRLO KJ500 в 144 масштабе. Стоимость модели в нашем интернет-магазине iModelist.ru 1320 рублей. Длина модели 239 мм, размах крыла 264 мм. Набор содержит рекламу, литники с деталями, декаль, фототравление, инструкцию для сборки, и схему окраски модели и нанесения декалей. На первом литнике находится фюзеляж самолета и обтекатель РЛС. Сам самолет очень напоминает советский Ан-12, не так ли? В наборе всего 6 литников, деталей не очень много. Фюзеляж сделан двумя половинами. Вместе с килем, руль направления отлит вместе с ним, но без головной части. Обтекатель РЛС состоит из двух частей. Носовой обтекатель перед вами, а вот остекление кабины пилотов покажу чуть позже. Сделано совсем нестандартно. На втором литнике живут крыло, двигатели, стабилизатор. Крыло состоит из одной верхней плоскости расшивка превосходная. Так вот, из одной верхней плоскости и двух нижних. На нижних сразу отлиты пилоны двигателей, которых 4 штуки. Стабилизаторов в наборе 4. 2 из них не используются. Четыре двигателя, и для такого размера они просто выдающиеся. Винты будут дальше показаны, они тоже выдающиеся. На третьем литнике находятся в основном детали интерьера, которые минимально, но присутствуют. Также здесь есть переднее шасси. Пол грузовой кабины. Не половина грузовой кабины, а пол, по которому ходит. Передние колеса отлиты вместе с дисками и отлиты целиком. Это у нас перегородка между кабиной экипажа и опять же грузовой кабины. Но она же здесь грузовой называется, я прям задумался. Сначала я подумал, что это приборная панель, но размерчик не тот совсем. Скорее всего, это детали, связанные с нишами шасси, основных шасси. На данном литнике у нас колеса и кресло экипажа самолета. Колеса отлиты совместно с дисками, и они располовинены. Мне вот так совсем не нравится. Кресло. Кресло как кресло. Видно, их все равно не будет. Литник с интерьером машины.
кабина экипажа, как я говорил, какой-то интерьер все-таки имеет. Передняя часть перегородки имеет неплохую детализацию, что-то попытались изобразить, очень похвально. Приборная панель, на нее есть декаль, что для 144 масштаба большое даже ура. 4 винта двигателей. Винты отлиты уже в собранном состоянии и нежно упакованы в отдельную коробочку. Винт шестилопастной и совсем непростой формы. Литник с прозрачными деталями. Возвращаемся к остеклению кабины пилотов. Оно сделано совместно с частью фюзеляжа. Вот такое решение. Также здесь присутствуют ленты иллюминаторов. Небольшая палата фототравления. Здесь находятся датчики, которыми буквально обвешан весь фюзеляж, как еж. Здесь также 2 штурвала летчиков. Декаль на один вариант окраски. Приборная панель, опознавательные знаки и немного технички. Инструкция черно-белая, сделана горизонтально книжечкой. Содержимое набора на второй странице. И дальше подробные шаги сборки. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариант 1, как я уже и говорил. Зато самолет здесь представлен со всех ракурсах, что прям замечательно. И на этом я заканчиваю. Приобрести набор вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я жду 2 новинки от звезды. Это Як-9Т и Т-62. И продолжу обозревать. До скорой встречи! Ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков.